Net Live. Вы прекрасно знаете, что за девайс из названия, и сейчас вы еще узнаете, что стримлю я в 1080p 60 fps. Меня зовут Саня, основной канал Польза.нет. Все исходники, фотографии, сравнения и все остальное в моей личной телеге. Не забываем подписываться на нее. Сейчас вы увидите тест этого смартфона в игре, максимально топорный, как всегда. Разумеется, я просто буду играть, говорить вам, как он сбросил яркость, какая температура у корпуса, и мы проверим, сколько он ест в час, притом я буду играть в PUBG. Если есть какие-то претензии по звуку или картинке, пишем, но я во всяком случае сейчас сам проверю. Не забудьте подписаться на этот канал, на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Переходим к игровому процессу. Юрьевич, привет! И вот так будет выглядеть игровой процесс. Показываю вам все настройки, что мы у нас выставили по максимуму. И я надеюсь, что вы видите, что здесь FPS сразу выкачано, да? Либо в PUBG New State поставить, потому что мне кажется, что это слишком просто ему будет. Это будет слишком ему просто. Давайте-ка усложним задачу. Мне не нравится такой простой вариант развития событий. Меня все время просят в обычный PUBG играть, но он легче. Нам нужно, наоборот, грузить максимальное устройство, правильно? Нам нужно грузить устройство по полной. По большому счету, обновление пусть будет, получение данных. А что, еще обновиться надо? Ну, сможет ли он обновиться одновременно с игрой? Ничего не понимаю. Не хочет он обновляться. Не хотим. Продолжить без обновления. Подтвердить. Видите, какой у меня гигабитный интернет, да? Golden Alex, привет. Нет, это не новый iPhone. Завтра, когда выгружу, я скажу, что это за смарт. Сегодня немного лучше, дизастер. Просто позавчера я вообще не спал, когда я топ делал. То есть вообще меня колбасило всю ночь. Сегодня я, по-моему, раз 4 только вставал, и все. Голос еще, извините, полностью не вернулся. Но я думаю, что еще дня 2 и будет норм. Как говорится, раз в год можно. И тоже так интересно, я сегодня на 15 Pro Max выгрузил обзор. И, ну, наверное, чем больше просмотров, тем больше негатива. То есть основная масса скучно, слишком долго. Люди любят красивую обертку, в общем, и любят, чтобы что-то хвалили. Никто не любит, мне кажется, что... Вот по моему опыту YouTube, народ не любит конструктивные критики, назовем его так, или потому что она не конструктивная у меня. Забавно, в общем. Тут все ставили... Что за извините? Да все нормально, да. Так. Вы видите счетчик FPS? Видите, отлично. Вы видите счетчик FPS, и я вижу счетчик FPS. Приветствую, Илмалип. Так, я что-то не понял. Я его обновлял, и что, он мне еще раз предлагает обновить все? Сколько же можно? Вообще, бесконечно просто, бесконечное обновление PUBG. Бесконечная вот эта реклама. Вот сколько можно рекламы? Сколько нужно? Ну что это такое вообще? И здесь, смотрите, до обновления текстур по 13 мегабайт. Вот что это такое? Что это такое? Почему сейчас? Я даже, притом я вроде перед стримом проверял, чтобы ничего не догружать. Что я не хочу дополнительно загружать еще телефон. Пока не греется. По люксам, по люксам выдает он 820 люксов. Когда сбросится, я скажу. Сейчас он быстро установит все, потому что видите, как быстро загружается. Дизастер, ну, надеюсь, что лет 5 еще вывезу. Надеюсь. Да, я уверен, что все будет норм. Главное, чтобы скучно не стало, ни вам, ни мне. Так, понеслась. 83%, включаю секундомер. Сейчас настройки выставлю при вас. 5 секунд, графика. 90 FPS надо. Ультра, высокая. И сохранить. Все по фэншую. И теперь, вот теперь уже запоминаем 83% и понеслась. А вы можете пока гадать, что это за смарт.
Все равно сегодня не скажу. Сегодня не скажу. Но завтра скажу вам первым. Так, 5 секунд. Потом амбассадором станет курировать Вилсакому будет. Дизастер. Вот я сейчас спойлерну, я надеюсь, но я уверен, меня хейтеры тоже смотрят. У меня опять покупают тег на рекламу. И опять оно мне платит, наверное, так же, как за, не знаю, народу оно не платит так за 10 роликов, как мне за один. Ну, в принципе, потому что мне она не особо нужна. У меня все время формулировка из разряда такой. Я готов за вот такую-то сумму сделать. И какая разница, если там будет 50 шильдиков, это раз. А два, я хочу отметить, что когда-нибудь я выгружу еще разок аналитику. По статистике на мой канал подписываются в 5 раз лучше от рекламных обзоров. Вот так. То есть вот вы там хаете, ругаете Вилсакомов, а у него самая грамотная политика, потому что его реклама дает больше всего подписчиков. Если ты не делаешь рекламу, а именно занимаешься а-ля разбором и гонишь негатив, то подписываться на тебя будут мало. Это факт. Тег на Infinix все покупают, даже у игровых блогеров, которые в железках не шарят. Ну да. Наоборот, это хорошо, опять же. Пойти там яблоки те же купить. Хотя на это яблоки не купишь, яблоки вообще дорого как-то вышли. Все равно, сколько же я в сумме отдал? Ну, почти 4, наверное, 400 я отдал суммарно. Хотя, может, и нет. Подождите, пятнашка на 256 у меня была 100. Не, наверное, 1370. Я глядел Вилсаком не зашло. Мне, правда, нужна это тебе. Ну, я не соглашусь. Почему? Потому что к нему не как к техноблогеру надо относиться, как к развлекательному контенту, который уже такой прям серьезный, большой, и он отражение этой платформы. Вот он реально отражение этой платформы. Сказать, что платформа какая-то другая, нет. Смотрите, он экран показывает 120 FPS, а PUBG показывает 54-60. То есть вот эта вот вшитая штука с оценкой FPS, она получается у Xiaomi не такая и хорошая. То есть она, получается, показывает нереальные данные. Ну, не может быть экран 120, когда 90 FPS игра сама показывает, а на максимум 90 может быть. Короче, закрываю я это дело бесполезное. Смотрим на правый угол, счетчик FPS, и не ведемся на лабутень всякую. И в этом смысле PUBG New State, вот он идеален, потому что ты можешь тестировать устройство и сразу видеть FPS, внутренний счетчик у них не врет. Я когда развлечься хочу, играю в ПК или включаю YouTube и гляжу юристов. Юристов вообще норм смотреть. Особенно в нашей стране. Это такой рандом, юридический корпус. Как повезет. Сколько у нас там процент оправдательных приговоров? 0,02%, да, или? Нет, это не К60 Ультра. Но, кстати, на К60 Ультра, может быть, послезавтра я буду делать подобную штуку, а может быть, завтра. Посмотрим. Я сейчас еле-еле сил набрался, чтобы в голове гудит, чтобы прогнать это дело сейчас. Хотел без стрима, а потом подумал, а почему бы нет. Так, а что? Кто-то по мне стрелял. Мне из юристов долгих нравится. Ну, вообще лучше никуда не лезть, это раз. А два, лучше никуда не встревать. Говорю, все эти разборки, любые юридические, они при любом раскладе тратят ваши силы, жизни. Кто по мне стреляет там? Кто-то по мне стрелял. Очень интересно. Ну ладно. Я, возможно, завтра-послезавтра куплю еще один байк. Кстати. С тихой грусти.
Я вот думаю, точно с iPhone 15 сравнивать всякие флагманы от других брендов или не стоит его? Что за байк? Forza 750, ой, 350. Так, у меня PCX 160, а я еще хочу Forza взять. О, ничего ж себе. Это вот 100% не бот. Ёшки. Ёшки. Ёшки, он же меня победил, смотрите-ка. Молодец. Точно с iPhone 15 нужны с конкурентами. С байком все хорошо. Макс Бранд приезжал, может, знаешь его. Неа. Это блогер какой-то. Я из блогеров почти никого не знаю. Распаковку знаю. Фила знаю. Все. Я же социальный тип. Абсолютно. Мне железки ближе. Фудблогер знаю. Макс Франт. Это может быть этот... Я знаю одного, который миллионник тоже. Фудблогер. Рыжий такой. У него еще свой ресторан уже теперь есть в Питере. О! Ух ты, ёшки. О, не-не-не-не-не. Ах! Ну, я попытался. Было наивно, правда, да, с моей стороны. Выход. А, да, Обломов. А Макс, не знаю, значит, видите, я только его знаю. Форалп, привет. Форалп. Ну, я его тоже какое-то время смотрел, потом стало скучно чуть-чуть. Видите, мне кажется, наверное, в фудблогинге чуть-чуть тяжело, потому что, ну, с одной стороны, говорят, там в технике тяжело, ты одно и то же все время делаешь. Но я не соглашусь, во-первых, много новинок, это раз. Два, ты можешь обозревать, многие критикуют это дело, что там, не знаю, ложки, поварешки, чайники, на мне абсолютно наплевать. Мне, наоборот, как раз чуть-чуть голова отдыхает от телефонов, от ноутбук, допустим. Обзор на байк вряд ли будет. Да зачем? В технике не особо шарю. На байк обзоры на ПК разгрузить. Не, нормально, я и так разгружаюсь. На байк, на ПК. Я не знаю, как здесь мне разгребстись с тем, что я набрал уже. Но это лучше, чем когда нет ничего, поверьте. Когда есть из чего выбирать. Меня всякие борки задолбали вот этими всеми своими письмами. С бесценными идеями. Кому нужна русская техника Борг за эти космические деньги? Я вообще не понимаю, как они живут. Мне кажется, это просто отмывание, как бы, понятно, каких денег. Это как рестораны очень часто открываются, как прачечные для финансов и все. Так, по яркости, кстати. По яркости надо что-то делать так, чтобы при этом никто не пострадал от этой яркости. Так, как мы это сделаем? 5 секунд. 5 секунд. А я вот здесь буду измерять. Ничего не поменялось. 850 как было, так и осталось. Вот, так что
Может быть, фудблогинг интересная тема, но она тяжелая. У тебя сколько реклама стоит? И ты только технику рекламируешь, так, на будущее. Первое. Я никогда не говорю, сколько стоит реклама, пока мне не говорят, кто заказчик, какой продукт. Второе. Если меня интересует продукт, и я могу сделать и бесплатно, и без даже рекламы. Вот. То есть мне его дадут, я сделаю обзор и отдам обратно. Но опять же, для этого его либо не должно быть у меня на руках, либо он должен быть, очень много условий. Насчет количества предложений, их, наверное, в раз 50 больше, чем я делаю рекламных обзоров. То есть я просто не делаю обзоры на всякие там, совсем уж хлам. Это, знаете, как там тюменские супернаушники, я к ним не притронусь ни за деньги, ни без денег, никак. То есть много вариантов всяких, говорю, или Борг тот же, какую-то фигню предлагают. Какая разница, что они мне заплатят, если сам по себе девайс, он бесперспективный, не принесет мне потом ни подписчиков, ни просмотров. Если ты хайповый блогер, вот, допустим, есть у тебя аудитория фанатская, молодая, которая приходит тебя смотреть, потому что ты харизматичный, улыбчивый, даришь радость, то тебе тогда можно хоть носки обозревать, понимаете? Моя ситуация чуть-чуть другая, аудитория другая, и... Ух ты, ёшки! Ну что ж такое-то, а? И мне, я считаю, делать на что угодно обзор не вариант. Так, все. А так нет, у меня нету откровенной цены на обзор. Дорого очень, очень. То есть это несоизмеримо дорого с просмотрами, допустим, теми же. Просто все мои ролики набирают потом, если вы откроете канал и посмотрите, то практически все, что было там. Среднее количество просмотров на ролик у меня 60 тысяч. Это учитывая, что каналу 5 лет. Да нет, у меня музыкальный паблик в Телеграме, я когда-нибудь в ближайшем будущем хотел там iPhone разыграть. Не рекламирую другие паблики, я сейчас объясню почему. Очень просто. Допустим, единственное, кого я рекламировал, это Василия. Потому что Василий это мастодонт российского интернета, который привозил гаджеты, мне кажется, всем миллионным блогерам, и я его физически знаю в лицо. И вот его единственную телегу я рекламировал. Опять же, не за деньги, а именно потому, что он мне помогал покупать девайсы в числе первых. Так вот, именно покупал у него. То есть я никогда у него ничего не брал бесплатно. И почему я никогда не сделаю телегу чужой рекламе? Потому что, я не знаю, может быть, у тебя ее украдут, это раз. Два, фишинговых тем вот этих с телеграммах, их немерено. То есть, когда ты потеряешь доступ к своему телеграмму, а потом через этот телеграм кого-то облапошат. И можно сказать, что от чего ты печешься, это не твои проблемы, нет, это мои проблемы. То есть, да, если у меня там миллион предложений рекламы других телег, да. Буду ли я их принимать? Нет. Вот. Это так же, как фишинговые ссылки, еще что-то. Мне многие люди писали, что часто, допустим, утрированно банк у тебя может купить рекламу, и ты разместишь ее у себя. Окажется, что это не банк, а именно какая-то контора, которая крадет потом данные пользователей, их деньги. То есть, это реально очень опасная штука. И давать рекламу какой-то не вещи и не платформе, а платформу, я подразумеваю, вы берете, допустим, тот же AliExpress. Вы под ссылкой AliExpress ничего не разместите. То есть так, что Али так Али, или Яма это Яма. А если это будет какой-нибудь магазин, который сегодня есть, а завтра на его месте какую-нибудь другую контору шарашкину сделали и там успели продать 20 айфонов. Вот и все. Там не знаю сколько, 2 миллиона выхлоп. Хорошо же, хорошо. Еще по каким-нибудь бросовым ценам. Это очень опасная штука с этой рекламой. Поэтому лучше иметь меньше или не иметь ничего, чем замазаться или подставиться. По-другому даже так могу сказать.
Не-не-не, это, да, мне это, кстати, объясняли люди, которые меня, ну, там, я с ними, допустим, ругался по какой-то теме, и они оказывались а-ля хакерами, потом обещали меня наказать, потом не наказывали, и потом писали, что вот мы, типа, проверили твои телеграммы, у тебя там ни одного фишингового сайта, ничего нет. Да, да, то есть мои телеги чистые, и, ну, я в каком-то смысле этим горжусь. Потому что по дурости мог бы когда-то там продать какую-то рекламу кому-то. Смотрите, FPS 60 всего. Яркость не сбросил, но FPS сбросил конкретно. И здесь не в персонализированности. Я продаю рекламу только как ролик. У меня даже интеграшки, по-моему, нет. Дизастер, да это я понял. Не-не-не, я к тому, что я объясняю почему. То есть за свои телеги я отвечаю. У меня к ним только у меня доступ к размещению. И плюс у меня там армия администраторов. А любая другая чужая телега, ну, может с ней реально даже одного человека как-то жестко кинут, это будет моя ответственность тоже, потому что я его туда привел. И все. Музыкальный паблик это норм. А вообще по поводу пабликов или еще развития чего-то, я уже 5 лет собираюсь сесть и рассказать, как у меня получилось развить YouTube. Понятно, что, кстати, все, вы говорите там рекламодатели, все рекламодатели пишут такие, вот у вас неравномерные просмотры, нам нужно... Я никогда в жизни не давал гарантии по просмотрам, никогда. И один раз с одним, получается, партнером, которому я делал бесплатные обзоры, кстати, бесплатные вплоть до того, что я сам покупал их железки, но мы просто общались. Они мне взяли на ролик, накрутили 60 тысяч просмотров, это единственный раз было, я прям заметил. И после этого я не обозревал их бренд, потому что это дико убило мое SEO. Если покупать просмотры, я знаю каналы, которые покупают, то покупать их постоянно. Вот, я их не покупаю, и FPS сильно, ну вот посмотри, 66. Но по ощущениям все норм пока. У меня город-миллионник, я хочу паблик раскачать, чисто ребята из нашего города. Потом мерч запустить, концерты самому делать, группу привозить. Такие планы на будущее. Что тебе мешает? Так, это он пострелял? Наверное, он. Все, как говорится, в твоих руках. Вот меня все время, кстати, умиляют, люди в личку пишут, потом в общих группах пишут, там, вот, ты ЧСВ, с тобой, ты никому не отвечаешь, вот что мешает прийти на Твиче вот так, я целый час стримлю, притом это через день, и поспрашивать, что тебе надо, да, Дизастер? Да? Главное, так я вернусь все-таки к теме раскрутки. Проще всего... спамом заниматься первое время. То есть по-другому-то никак. Если нет своей базы, откуда-то должен быть трафик. То есть откуда у меня трафик у телеграм-каналов? От моего ютьюба. То есть понятно, что без ютьюба ВК я, допустим, закрыл. Вот. Я говорю, мне там понаписали в комментах, я подумал, а ну пошли вы в топку с такими приколами. Они реально не фильтруют. То есть, они реально делают так, что у тебя, ты потом не отмажешься от того, что у тебя какую-то хрень написали. В Ютьюбе у меня вообще ничего не светится. Вы можете любой там комментарий какой-нибудь шелкоблочный, провокационный написать, он просто забанит его сам. Опа. Вот это я косоглазый. 41 патрон в никуда. Galaxy Buds FE. Не знаю, куплю. Много чего надо купить. Так, стоп. Ага, вот он. Я сказал про ЧСВ что-то. Не, так я говорю, что да, народ, да и не свой я там прям дофига прямым текстом, но вопросов, чтобы ответить, есть у меня вот время, когда я стримлю, я могу ответить. То есть, там, не знаю, я там с сыном общаюсь, там, полчаса, час в день, там, мне ролик надо делать, другой пилить, этот поддерживать, брату звонить. У меня же тоже какие-то дела есть.
Какие игры планируешь на стриме катать? Только те, что катать. Видите, почему я в PUBG? Во-первых, мне он нравится. Пусть я там не супер игрок, но я его чуть-чуть понимаю. Счетчик FPS здесь адекватный. Смотрите, кстати, он вернулся к 90. И получается, мы единообразно просто катаем девайсы в одной и той же игрухе. И это одинаковые условия. Одинаковые условия — это всегда хорошо. Так как меня бесит эти вот метки. Вот. Но когда на 15 Pro и 15 Pro Max, скорее всего, 15 Pro я оператору Игорю отдам, чтобы он на него по ценному делал. У него потому что 13 Pro. Вот. А как только выйдут игрушки, то еще постримлю игрушки на 15 Pro Max, наверное. Ну, из меня стример такой себе. Я не веселый чувак. Я каждый раз это повторяю, и я думаю, это и так видно. Да, про курение я много чего говорил. Один ролик запилил, 10 причин не курить и не пить. Но видите, все равно болеешь периодически. Даже если не куришь и не пьешь. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет, да? И мне хотелось что-то сделать, что может смотивировать людей избавиться от абсолютно бесполезных двух вредных привычек. Я уверен, что кому-то, может быть, это даже не помогло, но хоть частично подтолкнуло под то, чтобы помогло. Кстати, сбросил яркость. Он очень подло. Сейчас я проверю ее. 5 секунд, остановлюсь. Да, хорошо так сбросил. Какая минута? 21 минута. Яркость бросил до... Не ожидал я. 410 люксов. Ну ладно, iPhone вчера сбросил вообще до 250 люксов. 400 люксов еще можно играть. Так, надо уезжать из зоны красной. Саня, привет. Чат, привет. Дукат, привет. Вот. Я не курю, не пью 8 лет. Я пока болею 6 дней не мог кофе пить. Сегодня попытался попить, меня чуть не вывернуло. Если я офигею, если я еще после этой болезни от кофе откажусь. Это будет, конечно, такой... Это будет все абзац. Дальше уже можно в простыни на кладбище. Не пить, не курить, еще и кофе не пить. Что кофе я пил литрами просто. Правда, мне в больничке сказали, что у меня обезвоживание нереально лютое. Ну, это, скорее всего, из-за того, что, ну, я не знаю, шорцев, 20-30 в день выпиваю. Выпивала. Форел, да, ну, видите, спасибо, что я рад, что вам интересно. Каждый слышит то, что хочет. Вот. Мое дело было моей аудитории рассказать примерно, кто я. Ну, что, опять же, кто-то там гордится тем, что не учился нигде. Кто-то, наоборот, гордится тем, что учился. Кто-то гордится тем, что нигде никогда не работал. Или кто-то там работал где-то и обманывал кого-то очень удачно, и потом рассказывает про это. Я говорю, я 20 лет служил, и я никого не обманывал никогда, и не воровал никогда. И я верю в карму, хотя не верю ни в какие религии. И опять же, если люди смотрят меня, и ни один день, ни один месяц, то они должны примерно понимать, почему у меня то или другое отношение либо к деньгам, либо к железке. Вот. И все. И мнение все равно может меняться. То есть это факт. То есть, ну, утрированно, там сегодня одно мнение, завтра другое, потому что оно зависит даже не от того, насколько видоизменился продукт за это время, а от того, что появилась ли цена, там, не знаю, апгрейдили что-то. У меня, по-моему, сегодня был в чате вопрос у человека, он хотел покупать наушники, и у него был выбор AirPods Pro 2 или Beats. И на момент того, когда я делал ролик, Beats звучали и правда классно. Но потом AirPods Pro 2 обновили прошивку, и сейчас звучат они лучше намного, чем Beats. Я человеку пишу, что купи Beats, и он мне пишет, ну ты сам говорил, что не эти. То есть человек изначально, зная
решив для себя что-то, спрашивает у меня мнение и моими же словами пытается меня переубедить. Притом мне его мнение, в принципе, вообще не нужно, потому что как бы у меня-то есть мнение и так, и без него. И вот эти вот доказательные штуки, а докажи, а вот чем, ну, зачем? Видите, аккаунт сына тоже, школьник из 5 А. Нет, там человек спрашивал AirPods или OnePlus Buds 2. Не-не-не, это другой дизастер. Там человек спрашивал не про это. Дизастер, там человек еще был, может быть, он мне в личку писал, кто спрашивал про AirPods или Beats прошки. Да людей-то много, людей всегда много. Я думаю, может быть, разрешить в телеге фотки скидывать. Надо сделать, попробовать разок. Дизастер, ну напиши, если ты админ без админки. Ты есть в нашей группе, где 42 человека или нет? Если нет, напиши какому-нибудь Universal, если с кем-то из них общаешься, чтобы добавили. Если ты там постоянно сидишь. Что я говорил, нельзя. Саня, я и пил, и курил, послушал тебя и бросил пить и курить. Теперь твоя жизнь будет невыносимой, ужасной, однотипной, одномерной, монотонной, но с точно более высокой вероятностью хэппи-энда. Большого количества хэппи-эндов. Вот. Жизнь легче не становится от того, что ты что-то бросаешь. Просто ты не сможешь себя оправдывать, что ты профукал свою судьбу, не знаю, какой-нибудь фарт, какой-то момент в жизни из-за того, что ты был с похмелья. Нет, все, теперь все в твоих лапках. Вот. То есть сейчас оправданий у тебя нету. И все. Да как мне говорят правильно вот там в комментах. Там, ты не лечишься, еще что-то, или мои знакомые. Ну, они примерно понимают мое состояние сейчас. Я реально сейчас конкретно так болею. Но, опять же, это от меня же зависит. Если у меня есть силы, не знаю, подняться с кровати и закинуться таблами и пойти пилить что-то. Если у меня мысли. Я не знаю, меня мысли сожрут быстрее в кровати, пока я буду лежать и думать над обзором, чем если... Мне проще его сделать и не думать о нем, чем не делать. Вот. Нет, дизастер, я не про это. Я говорил, что если ты знаешь их, то они тебя добавят, я не против. Просто у меня коллективное мышление в плане администрации. У нас есть много. Валентин, Апоссум, Завтра, Universal. Очень много. Тимур. Да там реально много админов. От того, что один будет плюсом, хорошо. Просто, опять же, ты найди админа, напиши ему. Сможешь с ними общаться. Это их телега. Это не только моя телега. Честно, видел кого-то, но не знаю, не общался. Но если они тебя видят постоянно, то все будет норм. Во, тип бежит там, видите? Так, что он подбежит сюда или нет? 23 человека еще много. Опа, вот он. Неужели это бот спрятался за угол? Не шутя. У меня другой ник в телеге. Я в общую телегу не так часто захожу. Ну, захожу, не знаю, там 3 раза в день. Я все равно все не успеваю читать в общей телеге. Лишь максимально честно. Максима и Сергея часто вижу. Хорошо.
Передает нашему Бобу Шотику. Привет тебе, человек еще. Что за бодик Боб Шотик? Я не понял, ну хорошо, наверное, что я не понял. Не все нужно понимать, да? Так, насквозь пробежал, и зона... Еще и вот здесь сейчас будет заруб. Ох, будет заруб. Еще какая-нибудь машина проедет. Да, вот она машина. Я же сказал. Две аж. Опа. Еще и с двух сторон по мне лупят. Так, это раз. Ух ты, ё. А что? А как он так пересел? Ничего ж себе. Вот это да. Так, ну пробуем еще разок. Сколько у нас уже минут? 31 минута. 67%. 83, 67. 16%. Полчаса. 27 числа будет. Про госпошлину интересно. Да, я уже понял. Пересаживаешься и стреляешь. Грамотно. Вот тоже интересно, а почему всем интересен 15 Pro Max, а не интересен был 15 Smart? Интересные дела. Много, очень много, 32% в час. Прям неприлично много. Потому что в Pro версии весь фарш. Ну ладно, потом еще на 15 Pro сделаю. Через пару дней. До апреля же продлили. Нет, вроде 27 числа продляют до 1000 евро, нет? Не знаю, не читал. 27-го, вроде. Ну что, мораль. Яркость сбросил. До 400 люкс. Но, кстати, корпус не такой горячий. Довольно сильно, кстати, царапается вот эта вот кромка камеры. И это очень странные дела. Ну, вот так. Это просто как бюджетники, что ли. Бюджетники с Pro Max сравнивать. Ну да, наверное. Но по мне все равно 15-шка была интересная. За такую цену бюджетником не назвать, да, это факт. Так, еще одну катку и все. Убьют сразу, так убьют сразу. Да, кстати, а там Pro от Pro Max, по-моему, ничем и не отличается технически или нет? Ни по камерам, ни почему, только размером. Да, бюджетник в 15 версии.
Завтра будет интересный обзор. Легкие, видите, восстанавливаются потихоньку после нырка. Вот сейчас быстро закончим в хоспитал, прыгнем и все. Красивая картинка. И есть. Это надежнее. Здесь не надо, здесь не надо. Здесь взяли. О! Броня. Хилка. Вроде все. Надо звук включить, может, еще поэтому вот так лажаю. Не слышу никого. Вообще нет автоматического оружия. Хоть не там. Ух ты, ёшки. Вот сейчас какой-то был, мне кажется, я туда не нажимал. Может, и нажал. Еще каски нету. Ни одного автоматического оружия, вы заметите. Карта без автоматов. Это сюр какой-то. На удивление хороший микро. Но у него хотя бы УЗИ есть. УЗИ это хоть что-то. Так, здесь ничего полезного, ничего полезного. По цене средняк, но характеристики у него знатные. Пам-пам, средняк. Что, кто-то догадался, что это за смартфон? Я же вроде ничего... Фарад что-то знает. Да. Опа. Есть. На короткой дистанции УЗИ это вещь. Вектор, наверное, лучше, кстати, я зря его не поменял у него. Он зря не взял. Game Turbo еще слева. Но много всяких смартфонов имеют похожую структуру. О, вижу.
ничего ж себе, вот это упакованный бот был. Просто под самое не хочу. Угу. Явно не яблоко. Нет, не яблоко. Явно не яблоко. Яблоко сбрасывает сильнее яркость. Намного. Угу. У тебя шторка громкости другая, ясно? Не знаю. О, смотри, главный экран даже заметили. Ну да. Что за Redmi здесь? Что за Redmi этот тигр, да? Так, раз, два, три, четыре. И завтра, может быть, кстати, 2 будут катки. Может быть. Извиняюсь. Так, ну что же, куда нам ехать? Из госпиталя в центр. Ну, только фраги набирать, потому что в моем понимании дроп надо искать, и зовут они уже по максимуму. Понеслась. О, там кто-то садится, что ли? Мне уже выбросили дроп, нет? Вот он. Так, где он будет? Непонятно вообще, а где этот дроп-то? Что, его бросить прям в воду? Там заруба. Или это на другой стороне? На другую сторону он бросит. Да. Погнали. За быстрой смертью. Очень удобно, что есть управление камерой, конечно, вообще. Вот так. Так, надеюсь, он не в воде. Если в воде, я туда не поплыву. В воде, подставил. Через геймпад мне не понравилось. Ну и да, это еще и читерство. Но они обычно видят. И если ты юзаешь геймпад, то обычно те, кто юзает геймпад, они... О, еще и там кто-то вызвал что-то там. Я так поплыву тогда. Ножками. Или стоп, вот там есть... А, там есть эта штука, на которой плавает. Не так и далеко, кстати.
проще до нее доплыть, а потом на лодке. Ну что, ваши ставки, господа. ФПС 50, 67, 50, 63, 62, 60. Батарейка на минусе. Сейчас. Так, ну и... Вообще не в этом идея была, ну ладно. Где мой ствол? Переключиться надо, и потом уже управлять. Сесть. Выпрыгнуть. Все. Управлять. Так. И куда-нибудь плыть. Дрон еще куда-то летит. Куда надо приплыть? Лучше, что это сюда. Там может бежать. До машины. Вариантов других нету. Не упала яркость, скорее вернулась. Сейчас, подождите. Люксов. Не, 407 так и осталось. И по аккумулятору 59. Там были тачки, поэтому не критично. 408 так было, так и осталось. И отмечу, стримим мы в 1080p 60 fps, это сильно. Яблоко не вывозило вчера. Сбрасывало до 250 люксов. До 250. Так, машинка здесь. Ничего себе тут. Он не ожидал по-любому. По-любому он такой, да ладно, я тут упакованный. Опа. Еще один. А почему их два здесь? Да как хорошо-то. Это уже вообще не смешно. Где мои патроны? 5.45, что, ни одного патрона нету, что ли, ни у кого? Очуметь, вы посмотрите. Ни одного патрона. Все. Так. Вообще. Тут не играй.
Так, и вот это возьмем, тогда еще грозу. Под нее много патронов. Так, да и ладно. Все, беру машинку, еду отсюда. Зона продвигается очень быстро. Не успеваю зону. Не успеваю. Ничего страшного, все рабочие моменты. Все рабочие моменты. Как-то же надо было съехать, правильно? По-другому съехать бы не получилось. Лечимся. Президент, выйдешь на яблоко-то обозревать будет? Конечно, да. Да, по-любому. Буду играть в онлайне долго. Наверное, даже в линию буду играть через карту захвата. Но не факт. Не игровой я стример, не игровой. Мы уже 52 минуты отыграли. Я не ожидал в эту карту так долго быть живым. Поэтому в хоспитал и прыгнул, чтобы быстро закончилось все. Так. Давай, счастливо, дизастер. Приятного вечера. Пустынные поля. О! Где-то там стрельба. О! Может быть, даже не бот. По упаковке не бот. Машинка уехала, жалко. Наверное, надо пойти залутать, взять какую-нибудь оруженцию дальнего боя и лежачим с этим дальним боем. Хотя нет, не хочу. Пойдет и такой. Раз, два. «17 живых» — это еще много. Опа. Очертания прям тут почему-то. Маловато 400 люксов, конечно. Дроп там еще.
Дроп тут, дроп там. Везде дропы. Надо смотреть, куда зона будет схлопываться. 15. Ну. Угу, сюда. Бежать, значит, можно. Опа. Ух ты, ёшки. Хера тебе. Не видел, где он. Но еще и в бошку попал, смотрите. Хорошо каска выдержала. Не пойдет он. 99,9 в периоде не пойдет. И вот интересно только, где он засел. По-любому недалеко, потому что в голову не так просто даже X8 попасть. Ах, ну, почти. Ладно, 13-й. А по минутам 57 минут. 55% было 83%. Это у нас 28%, 29, 30. Где-то 30%, значит, все-таки он поедает. Ну что, финалем 30% этот смарт теряет примерно в час. Сбросил он яркость до 408 люксов. И больше не сбрасывал, греться сильно не грелся. В целом играть комфортно, тач лучше, чем на айфоне, характеристики лучше, чем на айфоне. Ест меньше, чем iPhone 15 Pro Max, теперь есть чем сравнивать. И в целом спасибо, что зашли. Теперь вы знаете об этом девайсе больше, чем я. Добра. Не забудьте подписаться на телеграм-канал «Скидок взаимопомощи» и мой личный телеграм-канал, кстати, по ссылкам в описании.